Ребята, всем привет, с вами Андрей Лайф. Сегодня мы готовим старорусские суточные щи. Почему они так называются, спорят до сих пор. Одни говорят, что щи сначала варили, а потом оставляли томиться на ночь в печке. Вторые утверждают, что капусту для щей убирали на ночь на мороз и потом уже добавляли в щи. А третьи уверены, что на мороз выставляли на сутки именно готовые щи. Как вы поняли, рецептов много. И мы, на наш взгляд, нашли самый оптимальный рецепт. Смотрим ингредиенты. Итак, нам понадобится квашеная капуста, именно квашеная, не свежая. Дальше мы заранее сварили бульон на говяжьей грудинке. Бульон мы варили 1,5 часа, добавили туда морковь, лук, черный перец с горошком и за полчаса до окончания варки добавили лавровый лист. Все ингредиенты и их количество будут, как всегда, в описании под видео. Смотрим дальше. Дальше нам нужна будет 1 луковица, 1 морковь. Томатная паста, мы для удобства разделили ее на 2 части. И также на 2 части разделили растительное масло. И сахар. Это все, что нам потребуется на данном этапе. Приступаем. Ребята, сначала нам нужно мелко порубить квашеную капусту. Мы ее предварительно уже отжали, так что сейчас будем резать. Теперь включаем плитку и отправляем сюда растительное масло, половину. И у нас такая же посудочка осталась. Масло нагрелось, отправляем в сковороду капусту. И будем обжаривать несколько минут. Ребята, у нас прошло 10 минут. Пришло время добавлять томатную пасту. 2/3 от всего количества, от общего. Сахар и бульон. Перемешиваем. Ребята, все. Убавляем теперь огонь до слабого, закрываем крышкой и тушим 3-4 часа. Но я периодически буду заглядывать, может быть, надо будет бульон добавить. В общем, посмотрим. И, кстати, забыл сказать, что в суточные щи картофель не кладется. Увидимся. Ребята, у нас прошло 2,5 часа. Капуста потихоньку тушится, уже потемнело. Я один раз доливал немножко бульона, грамм 50. Так что имейте в виду. Теперь смотрите, нам осталось несколько моментов. Сначала порежем мясо, и потом займемся луком и морковью. И отправляем мясо прямо в бульон. Ребята, итак, как вы видели, морковь мы порезали мелким кубиком и лук измельчили. И мы капусту переместили на плиту, чтобы она нам тут не мешалась, потому что нам сейчас нужна другая сковородка. Выливаем сюда вторую половину растительного масла, ждем, пока нагреется. Морковь слегка обжарим несколько минут. Морковь у нас обжаривалась 5 минут. Теперь добавляем лук. Томатную пасту. Это 1/3 от всего количества. Перемешиваем. И будем обжаривать 10 минут. Ребята, у нас прошло 10 минут. Теперь меняем местами наши сковородки. Сюда ставим капусту. Открываем крышку. Добавляем сюда лук с морковкой. Перемешиваем и тушим еще 15 минут.
Также на слабом огне все. Ребята, прошло у нас 15 минут. Делаем опять рокировку. Убираем сковородку с плитки и ставим сюда кастрюлю с бульоном. И теперь отправляем сюда в бульон нашу капусту с луком, с морковью. Ребята, все перемешиваем, дожидаемся закипания, прибавляем немножко огонь и на слабом огне потом будем варить еще 1 час. И потом увидимся. Ребята, все, прошел у нас час, выключаю плитку. Попробуем перемешать. Ой, красота какая, смотрите. Так, сейчас убираем с плитки и убираем вообще на холод, на улицу до завтра. Так что увидимся завтра, получается. До встречи. И снова всем привет. Щи у нас почти сутки провели на морозе. Видите, застыли. Так что все как надо. Включаем плитку и будем на слабом огне разогревать. А тем временем нам нужно подготовить вот эти ингредиенты, то есть чеснок измельчить и петрушку с укропом. Ребята, щи у нас оттаяли. Да, кстати, о щах. Мы готовили на канале уже шаляпинские щи. Очень интересный рецепт, вкусный. Ссылочка будет здесь в правом верхнем углу. Обязательно посмотрите. Я думаю, что вам тоже понравится. Так, а дальше мы должны посолить наши щи. Поперчить. Это все по вкусу делается. Теперь добавляем чеснок и зелень. Все перемешиваем. И сейчас я буду себе наливать и дегустировать, ребята. Ребята, предвкушение, я в предвкушении. Какой-то прям, так скажем, прям удивительный какой-то вкус, вот ни на что не похожий. Вроде как и квашеная капуста, но какой-то такой вкус прямо очень приятный, очень необычный. Реально очень вкусно. Обалденный вкус, просто. Видать, то, что на морозе долго стояло, это дает свой результат. Потому что, как говорят, капуста мягче становится, вкуснее. Ну и длительное тушение, и варенье, все это, варка, вернее, варенье. Вот, дает результат. Так что обязательно попробуйте. Я понимаю, что долго, да, долго готовится, но сам активный процесс приготовления, ну, не очень длительный. Поэтому рекомендую, попробуйте. Я думаю, что вы 200% не разочаруетесь. А на этом мы с вами прощаемся, как обычно, на неделю. С вами был Алексей. Всем здоровья, всем пока.